Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена. И здесь мы всегда говорим о нашем будущем, о всяких пророчествах. И Вивьена по потоку, она же ясновидящая, вы знаете. Я работаю и как регрессолог, и смотрю по потоку, и могу заходить. Мне дано такое право в информационное поле, даю очень серьезные и правильные предсказания на будущие события. Кто хотел бы лично, пожалуйста. Мои контакты: Вайбер, Ватсап, Телеграм. Пишите, пожалуйста. Большое спасибо за ваши подписки. Кто не подписался, подписывайтесь. YouTube удаляет подписчиков. Подписывайтесь еще раз. Смотрите, чтобы колокольчик был темного цвета. Также спасибо за ваши комментарии. И те, кто знают, что обязательно энергообмен. И это правила Вселенной, волеизъявление и энергообмен, за ваши донейшн. И сегодня у нас с вами с Вивьеной арабское гадание на красной чечевице. А это арабское гадание. Оно пришло от арабов. А знаете, что такое значит слово «араб»? Это значит «ученый». И араб Петра Великого – это был человек, который с Востока купили, и он был ученый. Поэтому такой великий потом Пушкин, потому что это были гены ученого человека, знающих людей. А гены – это значит все, ДНК наша. Открывайте свое ДНК мусорное. Девчонки, такое время наступило. И мы будем сегодня смотреть арабское гадание на красной чечевице. Так, сначала будем смотреть на чечевицы. Сыпем ее сюда. Так. И теперь будем смотреть. У нас сегодня расклад «Сплетни о вас». Что нового на сайтах ваших недругов и ваших сплетников? Будем смотреть, будем смотреть. Левой рукой будем смотреть. Будем смотреть. Я забыла. Сегодня свое волшебное перышко. Мы будем смотреть сплетни о вас. Сплетни о вас. Сплетни у вас о вас ведет одна такая змеюка. Коронованная особа. Коронованная. Она так себя назвала. Знаете, интересная такая женщина в вашем окружении. Но здесь есть, да, вот она, коронованная. Что-то вы очень конкретное узнаете об этих сплетнях где-то через 5 сроков, 5 дней. У кого-то, может быть, 2, потому что зеркалит. Но больше похоже на 5. 5 дней, 5 часов, 5 суток, 5 месяцев. 5. Или это будет 5 числа. 5 числа, именно 5. Какие сплетни тут тетенька слагает? Сейчас мы посмотрим, какие она... Так, она слагает сплетни о том, что вы якобы не блещете умом, хотя на самом деле наоборот. Она делает так, чтобы люди думали, что вы якобы дурочка с переулочка. А вы знаете, что все дурочки с переулочки – это самые главные умночки. Вот она это хочет всем сказать, строит против вас какие-то пирамиды. Это вот женщина, я ее увидела. Еще есть мужчина, Мужчина, знаете, какого-то, не очень крупного. Но, знаете, он не худой и не толстый. Ну, я бы сказала, что, может быть, ростом не очень большой. То есть не 2 метра, меньше. Знаете почему? А потому что вы его когда-то из жизни или пульнули, и он такой обосрался. Вот видите, тут обкакался. Говнянка он от желтой курицы. И что он-то говорит? А он, знаете, он перед всеми так, знаете, танцует бравадно. Да ладно, да такая она там со всеми и такая. В общем, он про вас лепит все, что можно лепить его языком, который без костей, а изо рта так воняет. Могу сказать, что у некоторых этот человек будет
такой вот ёршик с вонючей селедочкой закусывать. Но не у всех, или у него очень сильно за то, что он такой сплетник, он не только на вас. У него очень большие проблемы уже идут. Желудочно-кишечным трактом. Нарывает там у него желудочек или еще побольше. Больше идет, ну да, там прям как нарыв такой идет. Воняет. Еще есть у вас такой враг, который невидимый. То есть вы его не подозреваете. Он такой, как рыба в тени. Не видно в тени, вот как рыба в тени ее не видно. Вот такой, или как рак, который тоже в тени там прячется. Но на самом деле клешни свои раздвигает. И клешнями очень сильно может укусить. Знаете как? Невзначай. Здесь идет человек, у кого-то это будет мужчина, у кого-то женщина. Потому что общий расклад, то есть общее как бы предсказание. Ну, все-таки сейчас я... Нет, это женщина. Это женщина, и эта женщина... Это женщина... Почему-то у вас больше идет не личное окружение. Нет, вот эта женщина сейчас вот... Эта женщина в вашем окружении вхожа, ну, или в ваш дом, или в ваше близкое какое-то. Знаете, это может у многих быть даже ваша подруга, а вы не подозреваете. Очень завистливая. Ну-ка, сейчас мы еще посмотрим на нее. Я же потом еще посмотрю на картах. Очень завистливая. Что с ней? Она, знаете что? Корон не по размеру. Остальное мы еще посмотрим на картах. И сейчас что мы еще посмотрим? Корона у нее слетела. Корона на боку. И вы ей сдвиньте эту корону. Эта женщина вам не нужна. Так, что еще хотят сказать вам эти сплетники? Так, одна сплетница очень желает ваших материальных благ. Так, и самое главное, что сплетники говорят. Действительно, они вам завидуют. Вот видите, вы в таком красивом платье, вы в таком нарядном платье. Видите, какое платье? Это вы. Это вы. И они вам просто завидуют. Фи на них. Идите и свистите. А в комментариях пишите: фи на вас, а я всегда сама и лучшая из вас. Фи на вас, а я сама и лучшая из вас. Пока. Смотрим дальше. Ну, а теперь мы посмотрим этих сплетников, что они на своем сайте недоброжелателей о вас. Ух ты! Ну, точно недоброжелатели. Прям две такие есть кружки. Одна очень злобная старушка, может быть, в кавычках старушка, но она внутри старушка черная. И все время пытается сыграться. Эта женщина, знаете, не просто еще сплетница. Так, злой язык, у нее страшный язык, но она не просто сплетница. Она еще любит и подмагичить, подэзотеричить. Из себя представляет, что она такая вся праведная. Да, в тихом омуте черти водятся, а у нее не просто черти. Посмотрите, пожалуйста, видео, где мы смотрим этих же сплетников, но на арабской чечевице. Арабское гадание на чечевице. Что эти сплетники? Знаете, сплетники от зависти в забу дыхание сперло. Водицы бы напиться, но колодец далеко. И они, знаете, что тут сплетницы идут? Она прячется у вас, забирает вашу энергию. И вот талдыкают что. И знаете, здесь действительно сайт этих сплетников. Есть среди них и мужчина. Две женщины и мужчина. Смотрите сами потому, что у вас есть. Одна на работе, одна очень завидует, может быть, вашей внешности, может быть, вашим победам с мужчинами или вашей такой вот личной жизни. Притворяются очень умными, на самом деле дуры. Дуры, штырики, перетерики. Знаете, очень бы хотели бы, одна женщина, может быть, есть издалека, и очень бы хотели бы, чтобы вы не получали какое-то известие от человека, который сейчас с вами не очень близко. Чему еще они завидуют? Они завидуют, что вы выигрываете в спорах и не даете никакому врагу
зайти в вашу семью и за ваши ворота вашей крепости. А крепость ваша – это ваше личное пространство, ваша работа, то есть ваше личное. Вот что эти женщины и мужчинки хотят. А что с ними будет? А вот смотрите, они хотят, чтобы вы пали. Упали бездыханные, как кентавр. А получится, что они будут обмануты сами собой. Одна другую и сожрет. Пишите в комментариях, что я вам сказала. Я сама, и я самая лучшая. Пишите. Фи на вас. А я лучшая среди вас. Принимаю, приобретаю. И заходите в Телеграм. Ну и в окончании этого кардебалета сплетников мы посмотрим, а что их ждет. А их ждет полная сирота, камень на шею и глубота. А что их ждет? А идут они, войдут, выбор сделали не тот, и войдут они в черную дверь. А что их ждет? А их ждет, хотел сказать, самолет, их ждет какой-то билет не в тот конец, в черный дворец. Вот что их ждет. Да, будут какие-то документы, или нужно будет платить какие-то штрафы, или еще что-то. И они будут в таком зацикленном состоянии, что побороться будет очень сложно. И что в конечном итоге они получат? Карта смерть, окончание всего. Если пересмотрят свою жизнь, то тогда да, если нет, то все у них будет идти в конец. Пока-пока, с вами была Вивьена, и жду вас в Телеграм, там мы разговариваем. Пока-пока.